Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, друзья, на нынешнем заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства нам предстоит обсудить и утвердить действительно важные решения, нацеленные на дальнейшее всемирное развитие и укрепление сотрудничества России и Беларуси в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях. Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это, особенно взаимовыгодный характер. В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народов. Наше заседание проходит в юбилейный для союзного государства год. Действительно, вот сейчас Александр Григорьевич только что сказал, в апреле исполняется 30 лет со дня подписания договора об образовании сообщества двух наших стран. 2 апреля это произошло 1996 года, давшего старт совместной интеграционной работе. И за прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться. Сформирована общая социально-экономическая, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство. Гражданам России и Беларуси обеспечиваются равные права во всех сферах жизни. Гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства. Предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне. Равный, беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам. Очередным шагом в интересах граждан станет принимаемое сегодня Высшим Госсоветом решение по вопросам организации защиты россиян и белорусов от преследования со стороны иностранных государств и судебных инстанций. На всей территории союзного государства созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики. Совместно реализуются крупные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, высоких и наукоемких технологиях. Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машина- и станкостроение, микроэлектроника и оптика. Как результат, из года в год растет встречная российско-белорусская торговля и инвестиции. Так, в 2025 году товарооборот еще увеличился, на этот раз почти на 3%. У нас статистика может немножко отличаться, но в целом цифра очень солидная – 52 миллиарда долларов. Россия лидирует по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику свыше 4,5 миллиарда долларов. В Беларуси работают порядка 2500 российских компаний. У наших стран теперь есть даже собственный общий торговый знак. Вот упоминалось только что об этом. Товар союзного государства. Этот знак присваивается продукции для производства, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из России и Беларуси. Он дает право на доступ к участию в государственных заказах и другие дополнительные преференции. В рамках союзного государства последовательно унифицируются и улучшаются условия для ведения предпринимательской деятельности, упрощаются правила налогообложения, финансового и административного регулирования. Сегодня нам предстоит принять постановление Высшего Госсовета о создании Комитета по стандартизации и качеству союзного государства. Александр Григорьевич сейчас тоже только что об этом сказал. Эта новая структура будет содействовать и тому, чтобы люди наши получали качественные продукты, за этим будут более строго следить, но будет также содействовать развитию максимально свободной, прозрачной и эффективной конкурентной среды в экономическом пространстве двух стран. Расширяется транспортная логистическая сеть, связывающая Россию и Белоруссию. Тоже только что было президентом Беларуси сказано об этом. Совершенствуется единая система пассажирских и грузовых перевозок, модернизируется автомобильная и железнодорожная инфраструктура. В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Беларуси.
И, конечно, неотъемлемой частью обширной повестки нашего союзного государства являются вопросы развития культурных, академических, спортивных и молодежных контактов. Упомяну, например, что в российских учебных заведениях обучаются более 16 тысяч белорусов, а в следующем году в вузы России только на бюджетной основе смогут поступить еще 1300 белорусских абитуриентов. По-настоящему престижными и авторитетными стали премии союзного государства в области литературы и искусства. На наше утверждение представлено постановление Высшего Госсовета о присуждении очередных таких наград талантливым деятелям культуры двух стран. Отмечу, что Россия и Белоруссия тесно по-союзнически взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны. Наши подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают. Неизменно стремимся конструктивно участвовать в решении глобальных и региональных проблем. Работаем плечом к плечу в ОДКБ, СНГ, ШОС и на других многосторонних площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Сообща противостоим санкционному давлению и выступаем за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира. Надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Данный комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешних границ. Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами. И в заключение хотел бы выразить уверенность, что наша сегодняшняя совместная работа послужит дальнейшему развитию российско-белорусского партнерства и союзничества, продвижению равноправной и взаимовыгодной интеграции и повышению благосостояния граждан России и Беларуси. Для этого, собственно, мы и работаем. Спасибо большое. Владимир Ильич, спасибо вам за высказанную точку зрения. Всего перейдем непосредственно к работе.